Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я продолжаю декор своих елочных игрушек. Пока что у меня нету всех брошек, но как придут, я обязательно доделаю все и вам покажу. А сейчас приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать глину Креол. И беру немного, разминаю в руках и заполняю молды. У меня на канале несколько видео с тем, как я показываю, как я работаю с глиной, что делаю, чем крашу. Но все равно появляются вопросы, и впредь я буду не только говорить, что крашу, а показывать и рассказывать, какая именно краска. И вот вы видите, я взяла глину и заполняю молд. Я его заполнила. Самое такое крупное снимаю. Можно шпателем, можно кредитной карточкой. И теперь беру немного воды и вот так смачиваю. Много не надо, чуть-чуть, чтобы карточка хорошо скользила. И сейчас начинаю зачищать. И вот вы видите, все лишнее сразу убирается. Лучше зачищать вот так сразу всей карточкой, а не отдельные места, чтобы глину мы из отдельных мест не вытаскивали, а наоборот нам надо ее выровнять. Теперь еще раз беру вот так пальчиком все заполняю, все мелкие места и немного надавливаю, чтобы все отчетливо у нас было видно. Снова беру карточку и теперь уже окончательно все вот так вот зачищаю. Чем лучше вы зачистите, тем аккуратнее у вас будет глина при высыхании. И вот вы видите, молд у меня заполнен и все идеально. И откладываю. Теперь заполню ангелом. У многих проблема вот именно ножки. Я вот видите, прямо раскрываю и туда глину запихиваю, можно так сказать. Так, самое крупное снимаю шпателем. Немного водички. Все придавливаю, чтобы лицо, ножки, все было идеально. И зачищаю окончательно. Также откладываю. Мне понадобится вот этот молд, так как у меня еще один проект есть, но я заполню, чтобы он у меня был. Этот молд, я очень люблю с ним работать, но его трудно сразу вытаскивать, поэтому я заполняю, хорошо зачищаю и в холодильник, в морозилку. Вот мне сегодня даже задали вопрос, почему я сказала в Инстаграм, что лепнина у меня с морозилки, с холодильника. Вот очередной раз объясняю. И вот вы видите, беру шпатель и самое крупное убираю. Если вы начнете работать с глиной, вы уже будете чувствовать, насколько надо надавить, насколько убрать. Снова вот так водичкой и карточкой зачищаем все. Самое крупное. Пальчиком снова все надавливаем, чтобы у нас лепнина была отчетливая. Вот вы видите, как все получается. Если вам нужно маленькие вот эти завитушки, их также можно заполнить. И всегда можно применить, где-то что-то дополнить. Поэтому я всегда их заполняю. Также зачищаю. Немного водички. Карточкой. И вы видите, как все идеально получается. Я заполню остальные завитушки и помещу все в холодильник, в морозилку.
Мои молды полежали в морозилке. Вот это не так много лежало, но попытаюсь вытащить. Обычно я подольше держу их. Вот, все вытащилось идеально. Этот вот замороженный, вот именно вот так должно все быть. Вот, и он тогда хорошо вытаскивается. Вот. И ангел тоже. Вот он такой замороженный. И теперь беру, так, чтобы взять вот рамочку и укладываю, так, где у меня, вот тут, укладываю на игрушку. При высыхании рамочка немного уменьшится. Теперь укладываю вот эту рамочку. Все выравниваю. И ангела. Сейчас немножко вот отойдет и все ляжет. И вот в таком положении оставляю сушиться. Все поправляю. Глина высохнет и приобретет форму шара. И все будет хорошо ложиться при приклеивании. Моя лепнина высохла. И вот вы видите, как она приобрела форму шара. И она еще не каменная, так скажем, поэтому я не делаю лепнину впрок, ее еще можно как-то где-то согнуть. Поэтому я сразу на следующий день оставляю вот ее на ночь, на следующий день сразу ее крашу и затем приклеиваю. Краска быстро высыхает и можно приклеить и даже вот подогнуть, поэтому у меня всегда все прилегает на все 100%. Глину впрок делать не советую, потому что она постоит 3-4 дня, и она у вас станет каменная, вы ее уже не согнете. Именно поэтому я не делаю лепнину на заказ. Многие спрашивают, но лепнину надо делать непосредственно на готовую игрушку. Вот вы видите. И сейчас начнем красить. Следующий этап — покраска. Чем красить? В основном я использую акриловые краски. Вот у меня есть такая с жемчугом. Это Water-Based Acrylic Paint. Это на водной основе краска. Ее можно использовать для всего практически. Вы уже знакомы с ней. Но сегодня я буду использовать другую. Также краска белая с металликом. И она годится для любых материалов. Вот написано, что можно красить любые материалы, в том числе и ткань. Я люблю такие краски, потому что их можно использовать везде. Я уже говорила в предыдущем видео, что я использую все, что можно красить, что можно подкрасить, и можно использовать даже женские тени. Я выдавлю немного краски. Вот это у меня густая. Сейчас вернусь к вам. И крашу я обыкновенной кисточкой. Краска у меня густая, хорошо ложится и хватает одного слоя. Поэтому все прокрашиваю, все боковинки. Я обычно складываю на отдельные картонки, чтобы не перепутать, что к какому шару. Потому что вот картонку вот эту я ее выкину. Моя лепнина покрашена, отправляю сушиться. И если у вас есть какие-то вопросы по работе с шарами, по лепнине, пишите в комментариях. Я всегда рада ответить и помочь. Как декорировать шар я уже показывала, поэтому на этом останавливаться не буду. Сниму в ускоренном варианте. При работе с клеем всегда держите при себе салфетку, или мокрую, или простую. И первые несколько капель просто выдавливайте на салфетку и протирайте. Если клей у вас постоял, то он такой внутри немножко густоватый. Вот эту густоту мы с вами и вытираем на салфетку. Теперь наношу клей. Клей наношу как на ткань, так и на лепнину. И подклеиваю цепочку. Мои подписчики уже знают, как это делать.
каждом своем видео я что-то новое показываю. И продолжаем работу. Мои игрушки украшены. Мне остается подклеить бантик, перышко и ждать, когда придут мои брошки, чтобы все украсить. Отправлю в коробку и буду ждать остальных материалов. Вот я тут уже украсила маленькие шары. Здесь будут брошки. И вот так все это будет смотреться. Перья заказала тоже разных цветов. Придут красивые. Нужно будет подобрать к любой ткани. Немного клея. Подклеиваю перо. Обязательно чем-то холодным прижимаю. Даю закрепиться. И здесь у меня будет камень. Ой. И вот такие симпатичные игрушки у меня получаются. А на сегодня все. И мои игрушки отправляются в коробку, пока не придут все материалы. Надеюсь, урок был полезен, вы узнали что-то новое. И если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите под видео. Я всегда рада ответить и помочь. Не забывайте подписываться на канал, включить колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.